St. Petersburg has always had a special connection to the sea. As Peter the Great's modern capital, it was to open the door to trade and fuel Russia's dreams of empire. Curious to know more about how the city remembers its history, I visited the Central Naval Museum. Here, the interweaving of imperial narratives with tales of Soviet heroism during the Great Patriotic War made it clear that neither Russia's ambitions for her navy nor its importance faded after the revolution. Other sites, such as the cruiser Avrora, of revolutionary fame, and a Cold War submarine now parked on the Neva, told different stories. I met the captain of the submarine, Nikolai Chernyshov, to understand how Russians think of the fleet. Флот важен для России, потому что он является составной частью вооруженных сил. Кроме того, флот обеспечивает в том числе безопасность морских международных перевозок, обеспечивает безопасность международной торговли. Прежде всего с этими целями и был основан Петербург для того, чтобы получить выход в море для российских судов и обеспечить их безопасное плавание. But I still wanted to know more about what led Peter to construct St. Petersburg in the first place, and to learn just how compelling the idea of a navy was to the visionary and modernizing Tsar. I met with Dean Lev Lityakin, a professor specializing in the history of St. Petersburg at Gersten University, to learn more about the city and how the sea influenced its founding. Ну, я думаю, что вообще море – это стихия, которая актуальна для любого государства. И в этом плане для России вот Петровский проект оказался действительно окном не только в Европу, но и в экономику, в историю. И опять же, прежде всего потому, что вот он прекрасно улавливал исторические подстрочники. Для него была важна вот та самая историческая коммуникация, путь из Варяг в Греки. И да, и этот город старше своих 300 лет, только потому что его память как мирового города оказывается значительно больше. Слава богу, у нас оттепель не только внутри, но и, мне кажется, и в международных отношениях. Мы стали друг друга лучше понимать. Но то, что флот – это во многом эквивалент стабильности, да, вот, я думаю, что это в равной степени определяет некую паритетность. Chernyshov's views on the Cold War proved enlightening as well. If the fleet in imperial times served to promote trade and to further Russia's status as a European power capable of contending with the British and the Dutch, then during the Soviet years, the fleet was focused on balancing out a new foe. Поэтому, поскольку сложилось две противодействующих на внешнеполитической арене силы, одна во главе с США, вторая во главе с СССР, нужно было что-то противопоставить огромному американскому флоту. Авианосец – корабль дорогой, а подводную лодку построить дешево. Поэтому Америка строила атомные подводные лодки и большой-большой надводный флот. А у Советского Союза столько денег не было, поэтому мы строили подводные лодки. Командир подводной лодки – это властелин моря. Он делает в море, что хочет. В рамках поставленной задачи. But in addition to St. Petersburg proper, I was particularly curious about Kronstadt, the island base Peter built to defend the city and house the new navy. Commanding the Gulf of Finland, it was the city's first port and its seaward bulwark. I asked Lityakin about the island's history and what its name symbolized. Ну вот да, этот город на самом деле и город славы, и город больших трагедий. Да. Потому что это действительно форпост, который прикрывает Петербург от любого, допустим, военного корабля, но при этом действительно сама панорама, мне кажется, оказывается очень гостеприимной. И вот, мне кажется, две больших трагедии Кронштадта – это кронштадтский мятеж, который подавил Тухачевский, и, собственно говоря, наверное, блокада. Поэтому я думаю, Кронштадт, как город короны, Кронштадт, да, вот, мне кажется, вот, заявляет такую идею стабильности и постоянства не только для себя, но и для Петербурга в том числе. It so happened that I was in St. Petersburg at an opportune time,
Russia's annual День военно-морского флота, or Navy Day, was upcoming. To celebrate, the Russian Navy had parked vessels all up and down the Neva in the middle of the city. The celebration, as ever, focused on the might of the fleet and the virtues of its sailors, and it made me think about what else the Navy might symbolize. Товарищ Верховный Главнокомандующий, силы и войска военно-морского флота к проведению главного военно-морского парада готовы. In a day and age where Russia's superpower status is no longer taken for granted, historical legitimacy becomes a precious commodity. At present, the restoration of St. Petersburg as the most western city of Russia, its imperial seat of power, and its most affluent and aesthetic city have taken center stage. But historical legitimacy isn't just the legacy of palaces and artwork around the city. It's also the legacy of military might, and on days such as this, one can catch a glimpse of the strength and pride underpinning the Russian Empire, the Soviet Union, and the Russian Federation alike. Much of the time this may be hidden away places such as Kronstadt, but here you can see it on the Neva in the middle of St. Petersburg. People who grew up in the Soviet times remember the parades and reminders that they had then. The old celebrations of might and memory have been reformatted, and a lot of the ideological trappings have been stripped from them, but in this way modern Russia too harkens all the way back to before the Soviet times, to Peter the Great himself and to his daring gambit to build parity with Western Europe and give the country its window to the sea.